Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Вот чего же ждать в эти 10 дней? Давайте с вами узнаем через подсказки карт. И у нас постепенно завершаются некоторые ретроградности. Вообще большая ретроградность была сама по себе. Она началась еще в конце 2024 года. И вот у нас в апреле месяце, 7 числа, ретро-Меркурий переходит уже в прямое движение, а Венера ретроградно еще пробудет до 13 числа. Но уже к окончанию этой декады, к 10 где-то, для нас могут проясняться некоторые вопросы или то, что стояло на паузе, или было в задержках информационных, или что-то мы не успели согласовать, не могли, были какие-то препятствия, препоны. Но здесь тоже постепенно начинает выравниваться или набирает темп. И мы где-то к окончанию можем рассчитывать уже на более четкую информацию. Или какой-то вопрос для вас проясняется больше, что создавало прежде для вас путаницу, здесь тоже как все постепенно встает на свои места. Или будет очевидно более, как действовать дальше, или какой выбор делать, у кого чего касается. Итак, давайте с вами узнаем. И у нас сегодня первая колода Ленорман по традиции, но это оракул, цыганский оракул Ленорман, немножко другие карты. Они достаточно специфичные, но мы переложим на события нашей жизни, на нашу реальность, и какие-то подсказки, я думаю, будут. Мы не выносим вердиктов, мы вместе размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, но всегда говорю, будем реалистами. Итак, мы 6 карт с вами достанем. А карты такие, что они нам вот прям не в бровь, а в глаз какую-то ситуацию могут показать. Давайте попробуем. Чаще я использую эту колоду карт для себя. Точнее, всегда использовала для себя. Это такой дебют. Ну, давайте посмотрим, чего же ждать. События ближайшего будущего. События ближайших дней для львов. Что нам подскажут? С чем это будет связано? Дополним, конечно, картами Таро. Первая карта у нас будет называться «Неожиданность». Неожиданные события. Или сферу жизни нам покажут. Ну, или все равно какую-то информацию дополнительную дадут. Чтобы этих самых неожиданностей не было. Предупрежден, как будто вооружен. Давайте узнаем, что же вас будет радовать, или из добрых событий, что вам будет помогать, в чем вы ресурсны. Следующая карта будет свидетельствовать как сфера жизни, ваших достижений, работы и денег. Личная жизнь, любовь. Пятая карта у нас будет называться «Что изменит вашу жизнь?» или, может быть, «Что изменит вас?» С чем будут связаны перемены? А перемены я могу предположить с учетом астрологических транзитов. И последняя карта у нас будет совет, который мы откроем в самом конце. Так что же вас ждет? Давайте будем узнавать. А вот смотрите, какое-то важное известие. Прописано просто письмо. Конечно, это может быть и письмо, бумага, которую вы получите, значит, какое-то взаимодействие по этому документу или по письму продолжается, или, может быть, это тот документ, который вы ожидали длительное время. Ну, тогда здесь больше проясняется. Может быть, это ответ из каких-то инстанций, у каждого по-своему. Хотя, в принципе, эта колода создавалась очень давно. А теперь в эпоху интернета это может быть как в мессенджере кто-то даже напишет или позвонит, СМС, да, или какое-то сообщение. Может быть, это просто сама по себе новость. Поэтому какие-то новости, они уже ожидаемые. Давайте раскроем дальше. Может быть, нам пояснят, с чем это связано. И называется «Старая дама». Но имеется в виду, тут возраст как бы не совсем играет значение. Это, конечно, опыт. С другой стороны, конечно, это могут быть, к примеру, от каких-то знакомых, которых вы знаете достаточно давно, или от родственников, причем далеких родственников, какие-то сообщения, новости. И кто знает, вам нужно будет как-то с этим, опять же, провзаимодействовать или что-то с этим делать. Может быть и так. Может быть, вам будет что-то предложено, хотя, ну, кто знает. По этой карте
идут люди неспешные, которые не торопятся куда-то. Может быть, это вы ожидаете, уже есть какие-то контакты с подобным человеком, и которого вы знаете, и вы уже наметили себе какой-то план действий. Или вы, может быть, будете намечать этот самый план в зависимости от обстоятельств, и вы кому-то будете писать письмо. Вот я такое предполагаю. Но давайте подведем итоги. Есть новости или извещение, письмо, сообщение, и есть какой-то человек, который вам знаком, который может быть или просто, ну, где-то старым добрым другом или знакомым семьи, или вашим родственников. И есть контакты, мои дорогие. Что же еще ждет? Вы могли рассчитывать, кстати, на помощь какого-то человека, которого вы знаете хорошо. И эта карта, я предупреждала, очень своеобразная, называется тюрьма. Ну, понятно, тут не про тюрьму, а это период ограничений. То есть, действительно, может быть, вы что-то и планируете, но не так быстро получается. Но постепенно какая-то история выравнивается. Для кого-то из вас, кстати, это могут быть важные согласования или известия от человека, который находится в стесненных обстоятельствах. И что делать? Он может к вам, к примеру, обратиться за советом или может к вам обратиться за помощью. Карты нам не рассказывают, будете вы оказывать эту помощь или нет. Но это всегда персона какая-то. Это не обязательно вас касается, вот эти ограничения. Именно это я хотела сказать. Хотя, может быть, и у вас где-то вы чувствуете, что ну прямо сейчас еще не время старту. Вы можете находиться по этой карте сами. К примеру, кто-то может быть в санатории, да, улучшает свое здоровье. Или куда-то вы отправились, и вы тоже находитесь в каком-то месте, ну, для вас или незнакомом, или словно это место, ну, как на отшибе. Или когда вы чувствуете, что хочу вот я что-то совершить или куда-то даже поехать, нужно мне что-то согласовать, но какие-то ограничения. Вот в этот период, ну, не так, наверное, быстро все складывается, как вам бы хотелось. Или, повторюсь, это будет связано с новостью от какого-то человека, который находится в стесненных условиях и, кстати, по разным причинам. К примеру, может быть, это какой-то дальний родственник или какие-то контакты, которые у вас были, кстати, прежде, что может вполне проиграться по ретроградной Венере, когда в вашу жизнь, это до 13 апреля, и мы смотрим по 10, кто-то из людей, кого вы знаете, от кого вы вполне вероятно даже не ожидали, пошлет вам вот это сообщение и будет, может быть, и плакаться в жилетку, ожидая вашей помощи. Вот или что-то подобное может проиграться. Что-то вы узнаете, мои дорогие львы и львицы. И я не могу сказать, что эта история касается именно лично вас. Это я больше вижу, по крайней мере, потому что так карты ложатся. И сообщение приходит, дальше у нас идет конкретная персона. И вот эти ограничения, я так вижу, что они больше касаются какого-то другого человека или третьих лиц, но у вас с ними есть взаимодействие. Хорошо, что же дальше? Но у вас может быть то, что прежде было, кстати, даже на паузе или по вине вот какого-то человека, постепенно выравнивается. Но это то, что я сказала. И у нас астрологически правда. Меркурий, который перейдет в прямое движение уже с 8 числа, больше ясности приносит в нашу жизнь. И карта праздника, вы можете куда-то отправиться, вас могут пригласить. Может быть, это счастливое какое-то и сообщение. То есть переложите, ведь мы все абсолютно разные. И поэтому вот эти три карты верхние могут проиграться у каждого в своем, понятно, контексте. Но праздник есть, и стало быть, какая-то ситуация для вас больше будет ясна и будет причин для радости. Самое главное, а если вас куда-то приглашают, обязательно отправляйтесь. Может быть, это банально, у вас получается осуществить какое-то дело, согласовать, и это вам приносит радость. Какой-то душевный комфорт карта вам уже точно обещает. Давайте посмотрим, что же еще события ближайших дней. Правда, тут у вас подарок. Вот настолько по-разному могут проигрываться карты верхнего ряда, кто знает,
Это может быть и подарок в ваш адрес, или от конкретного человека, которого вы знаете, или где-то и вы, может быть, готовите подарок. Такое могу предположить. Но если мы не связываем между собой карты, поэтому праздник и подарок уже в вашей жизни как будто присутствуют. И по подарку это что нам хотят сказать? Возможности. Праздник по поводу какой-то новой возможности, поэтому больше улыбок. На ваших лицах, мои дорогие львы, есть повод быть оптимистом, даже если какая-то ситуация, допустим, в эти 10 дней, ну, развивается либо несколько непредсказуемо, или даже приходят какие-то странные вести, или, ну, может быть, у кого-то есть необходимость участвовать в жизни какого-то конкретного человека. Ну, мы не забываем о себе, а у вас тут что-то позитивное на кону, это точно. Более того, и друг. Вы знаете, кто-то может подводить итоги по прежним отношениям, а из прежних отношений, опять же, ретроградная Венера, кто-то может пытаться снова появиться в вашей жизни. И причем делать это так, знаете, как через третьих лиц, через, допустим, может быть, к примеру, у вас был брак, и, может быть, теперь уже другой брак, или третий даже. Здесь могут напомнить о себе вот те как раз родственники, старая дама. Ну, почему нет? Иногда банально, я как вариант предлагаю, а вы перекладываете на свою жизнь. Так вот, бывшая свекровь, например, да, или кто-то из родственников бывшего супруга вам о себе напоминает, приносит какие-то вести, и кто знает, может быть, это вы видите, что человек находится, с которым прежде у вас были контакты, а то или вы, может быть, даже связывали годы своей жизни с этим человеком, вы можете узнать, что, ну, как-то у него не очень хорошо идут дела. Вот я могу такое предположить. Ну, у вас, я вижу, какая-то совершенно другая история. И новый друг, может быть. Хотя я допускаю, даже если кто-то из вас, мои дорогие львы, находится в стесненных обстоятельствах, то есть тот человек, который буквально приносит в вашу жизнь и праздник, какой-то доход, то есть может помочь финансово. И для вас это карта верности, собака изображенная. Он действительно, ну как, вы можете на него рассчитывать, он вам верен. Пойдем дальше. Давайте у Таро спросим. Неожиданности. Что же нам тут в неожиданностях подскажут? А вот полный драйв. И вот эта карта сама по себе неожиданностей. И нам она говорит, будь готов, да ко всему. И к тем неожиданностям, которые тебе встретятся на пути буквально. Будь готов к какой-то поездке, куда-то отправиться. Мы с вами об этом говорили. Но, может быть, это придется отправиться по какому-то извещению в инстанции. Мы этого не отрицаем. И будь готов к разным поворотам событий, если даже, к примеру, пришли к чиновнику, у него нет настроения, или не быстро какой-то вопрос решается. Нет, движение будет, прогресс у вас точно будет. Но, наверное, фишки Вселенной состоят в том, что некоторые неожиданности мелкие, они будут в эти 10 дней в вашей жизни присутствовать сами по себе. Но нам этот драйв нравится, когда выпадает эта карта, это все равно идут дела в гору, и может нам показаться, что не совсем в том контексте, кстати, поскольку неожиданности, как мы это себе предполагали, а тем не менее какой-то прогресс уже есть. Поэтому сам по себе прогресс. Но карта скорости, она говорит, не отложи какого-то дела на потом. Что же вам помогает или в чем вы ресурсны? Ну, пожалуй, сохранять все то, что надежно. Деньги нам говорят, что они есть. Но, может быть, с учетом того, что вот мы с вами говорили по цыганскому оракулу, эта карта будет говорить, что ну, не время тратить, не время какие-то глобальные покупки делать. Может быть, не время даже пока, ну, планировать можно, но кому-то давать зарок или залог, наверное, нет. Очень красноречивая карта, карта жадины, но это буквально что вам помогает. И мы спросили, в чем вы ресурсны. Ну, деньги как-то к вам приходят. Или, может быть, вы притягиваете. Да, есть вот такое выражение. И тогда дважды, если у вас какая-то очень сложная, патовая даже ситуация по финансам, вы правда можете решить. Или вы найдете того человека, который вам придет на выручку и помощь. Поэтому все то, что мы кумулируем, а не рассредоточиваем или не дробим, это вам, мои дорогие львы и львицы, помогает.
Сфера ваших достижений. Ну, сами будьте по себе, на своей волне. По аркану отшельник вам не будет тогда никто мешать. Я за это очень люблю эту карту. Понятно, это нам ментор, мудрец, философ показан. К вам могут, правда, обращаться за помощью. Мои дорогие львы, вам не просто за помощью. Вам могут плакаться в жилетку. Такое я могу предположить с учетом карт оракула цыганского. И где-то надеяться на вашу помощь. У вас могут просить деньги. И мы тогда будем говорить по четверке пентаклей, денег в долг мы не даем. Однозначно карты вот так ложатся, иначе вы сами, помогая кому-то, сами для себя какую-то брешь можете создать финансовую, поэтому точно нет. Но и не для трат время. Опять же, отшельник – это тот, который именно идет по своему жизненному пути. Может быть, это какая-то ваша задумка, творческий план или проект по вашему бизнесу, вашему делу, когда вам нужно тоже быть немножко самому по себе, не надеяться, опять же, ни на кого. И карта об этом говорит, что нет для тебя преград как таковых, тебе ничто не мешает. Но, может быть, какими-то неправильными действиями или когда вы согласитесь на что-то, не додумав, не успев додумать. И вы сами можете себе помешать. Поэтому не создайте себе помех. Но где-то карта будет говорить, что вот девятка, да, девятка ведь это тоже где-то ограничение. И вы можете досадовать, кстати, что не могу осуществить так быстро свое дело или какую-то свою задумку, план, как мне бы этого хотелось. А карта нам будет тогда говорить искусство мелких шагов. Это не значит, что никогда ты не сможешь, ну, как свою мечту воссоздать в реальной жизни. Нет. Но именно это время – это не время пока набирать темп. Вот как-то так, мои дорогие. Поэтому будьте мудры, это ведь карта мудрости, и слушайте свою интуицию. Вопросы любви. Ведь и правда у кого-то приветы из прошлого могут быть, десятка жезлов. Какие-то гештальты мы закрываем. И, кстати, по ретроградной Венере, правда, могут возвращаться самого разного рода люди, с которыми мы были когда-то знакомы. И поверьте, они не просто так вернулись. Может быть, вам есть смысл завершить какое-то дело, расставить, ну, все точки над «и», чтобы больше к этому не возвращаться. Или, может быть, какие-то переоценить отношения, контакты. Такое тоже могу предположить. Но в личной жизни десятка жезлов. Вот мне нравится, как прорисована в этой колоде карт десятка. Девушка сложила свои нехитрые пожитки на вала и просто уходит. Почему многозадачность проходит по этой карте? А вот как раз мы понимаем в этот момент, мы как будто шли не туда. Или много сил, энергии, ресурсов. Мы ведь смотрим на личную жизнь, растратили не на те отношения, не на тех людей, которые этого не заслуживали. И, может быть, как те приветы из прошлого, вы теперь уже каким-то более таким, знаете, хладнокровным взглядом, потому что по десятке жезлов нас уже ничего не цепляет. Нам уже все равно. По сути, мы уже сделали какой-то выбор внутренний, и мы просто идем дальше. Мы завершаем, закрываем какие-то некоторые нюансы из прошлого, чтобы они нам не напомнили в будущем ни о чем. И идем мы где-то почти налегке. Мы здесь по этой карте легко говорим кому-то «нет», потому что не видим смысла что-то продолжать. Ну, может быть, у вас уже и есть новая история. Я не могу сказать однозначно, опять же, мои дорогие львы, потому что ведь верность, говорят, и поэтому у кого-то завершение прежней какой-то истории, или даже если есть возвращение, но как будто на кону уже совершенно что-то новое. Причем, посмотрите, праздник, подарок, верность совершенно в новом ключе. А может быть, если вы сейчас один или одна и постоянно анализируете какие-то вашу, ну, как любовную историю, может быть, она длилась годами, или даже, мои дорогие львы и львицы, меня смотрят люди из разных стран, была действительно грустная история, когда в силу непреодолимых действий или каких-то событий, катаклизмов вы расстались или не может быть продолжена даже, к примеру, ваша семейная история. Но все равно тогда нужно найти силы в себе и смотреть в будущее с оптимизмом, потому что пока в наших мыслях
живет переживание о прошлом или живут переживания. Мы не можем освободить место для чего-то более доброго, светлого, нового. И значит, есть смысл в эти 10 дней какой-то, ну, разграничить вот этот порог между прошлым и будущим. Для вас это откроет быстрее какие-то новые возможности или буквально приход нового человека, новые контакты. Тогда жизнь заиграет новыми красками. Это не будет быстро. В том-то и дело. Нам кажется, одна история заканчивается, следом начинается другая. Но чаще, если прежняя история связана с очень тяжелыми, сложными переживаниями, когда, может быть, даже тысячи неопределенностей так и остались в неопределенностях, и вы даже не поняли ничего, почему это произошло. Но где-то в эти 10 дней вы можете чему-то сказать: "Я не понял" или "не поняла", да и ладно, уже не имеет значения. Или вы можете узнать какую-то правду и понять, что, ну нет, все равно что-то завершается. В каком-то контексте прошлое тут завершается. Что же меняет вашу жизнь и меняет вас самих? Будущее, правда? На пороге уже будущее. Может быть, это и по части вашего творчества. Кстати, по отшельнику мы можем собираться совершить переезд и даже куда-то далеко. Причем какие-то обстоятельства у вас могут открыться, может быть, с приходом некоторых извещений, документов, сообщений, новостей, когда вы понимаете, нет, ехать надо. И по тройке жезлов это мы уже практически одной ногой в будущее. И вот эта девушка, которая остановилась, стоит на берегу с серфингом, кстати, идет налегке, обратите внимание. Мне самое важное, наверное, ну, где-то думать о финансах. Сохранять их нужно, но пока еще, наверное, не распределять на последующую стратегию. И сохранять, потому что, да, тут у многих из вас может проиграться даже без какой-то либо поездка какая-то внезапная, когда нужно, может быть, съездить и разузнать в другой местности. Или это будет связано с вашим решением, что я все равно еду, или я все равно куда-то иду, вот как аркан-отшельник. И это мне необходимо, к примеру, для того, чтобы наиболее полно раскрыть свои таланты, или, может быть, есть какой-то период ограничений в данной местности, и вы понимаете, вот именно находясь здесь, это я, словно как в тюрьме, я не могу раскрыть свои возможности, или меня сковывают какие-то обстоятельства, мне нужно как раз вот из этой темницы, пора уже как будто выходить. Из прошлого, да, старая дама, тоже может символизировать. И у кого-то вот этот выход из прошлого, из зоны ограничений, попросту начинается с какого-то известия, новости или одновременно еще и вашего решения. И вас меняет это будущее, когда вы смотрите на пару шагов вперед и просто в прошлом наводите порядок и расставляете все точки над «и». Давайте карту совет откроем, мои дорогие. Ну вот буквально пора всплывать на поверхность, да? Страшный суд, еще один старший аркан. И вот это время, которое в отшельничестве, может быть, мы провели, или в каких-то непонятках, вот наступает время возрождения, мои дорогие. И карта говорит: не оглядывайся назад. Встречай все новое, что приходит на твой порог. Это будет в виде неожиданностей. Или для тебя могут быть неожиданные новости. Ты будешь встречать новых людей, но это всегда вот этот драйв, как я говорила, это намного интереснее, чем какая-то рутина, которая напоминает болото. Но это будет связано еще и с тем, что прежние наши методы работать не будут. И нам, может быть, придется устанавливать какие-то новые контакты, заключать новые договоры, рассматривать собственный вид деятельности какой-то новый. Но, с другой стороны, мы можем осуществить свою мечту, даже если для этого потребуется искусство мелких шагов. Вы действительно на пороге и завершаете, закрываете какие-то прежние вопросы для того, чтобы потом налегке, вот так как с этим серфингом, словно совершить прыжок в будущее. Но есть еще те вопросы, которые вы должны закрыть. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.